Друзья, всем привет! Сегодня я хочу познакомить вас с новым игроком нашего Fortnite состава Кириллом. Кирячи – это восходящая 15-летняя звезда от мира Fortnite из Брянска. На данный момент он является одним из лучших игроков на турнирах кашкапов в Европе. На минуточку, эти турниры он играл с пингом 60-70, когда все остальные играют от 10 до 30 максимум. Его стримы собирают по 2500 зрителей в онлайне. Его суммарный выигранный призовой с осени 2019 года составил $69 500. На пару с Летвиком из Gambit он уже отобрался в групповой этап финала FNCS Duo, который будет проходить уже через пару недель, а пока давайте пообщаемся с ним лично. Да! Сюда! Легко, чел. Кирилл, привет! Привет, Маш. Во-первых, я тебя поздравляю со вступлением в ряды игроков Virtus.pro. Спасибо большое, я очень рад этому. Мы очень рады тоже. Слушай, я знаю на самом деле, что за тебя прям какая-то конкуренция была, да, там, то есть не только Virtus.pro тебя хотели в свой клуб, даже что-то слышала там про Gambit, из которых, кстати, твой тиммейт по дуо Летвик. Как ты в итоге пришел к тому, что именно ВП? Ну, мне изначально больше нравилось ВП, ну, это я болею за ВП, много лет, знаю эту команду, и мне предлагали Gambit, но у них хуже условия намного, чем смогли предложить мне ВП, это раз. Ну и то, что мне больше нравится ВП, чем Gambit. Хорошо. А вообще, расскажи немножко о себе. Откуда ты? Как давно ты играешь в Fortnite? Почему ты начал в эту игру играть вообще? Ну, я с Брянской области, живу в поселке, можно так сказать, там вообще маленький очень поселок, население 10 тысяч, и играю в Fortnite я почти с самого релиза, то есть месяца 2 прошло, как она вышла, и я начал играть сразу же. Потом я забрасывал Fortnite на некоторое время и вернулся. Угу. То есть, получается, сколько лет тебе было, когда ты начал играть? Тебе сейчас 15, правильно? Да. Когда начал играть, было 12. Ничего себе, то есть ты уже в 12 такой скилловый игрок был? Ну, тогда только появился Fortnite, и тогда еще, не было скилловых игроков, в принципе. Угу. Слушай, а расскажи, пожалуйста, о родителях. То есть они тебя поддерживали или были против? Вообще, насколько важна вот для себя, как для довольно юного игрока, да, который там, уже решил не заканчивать школу, продолжить свою вот эту вот всю историю там, в карьере киберспортсмена. Как родители относятся к этому увлечению? Когда я начинал играть, то они относились плохо. Даже когда я что-то выигрывать начал, они все еще не верили в это. И еще школу я закончу все равно, но дальше я поступать уже никуда не буду. И когда я уже начал много выигрывать, когда уже более серьезно все стало, они начали положительно к этому относиться, но все равно хотят, чтобы закончил школу хотя бы, и вот так. Слушай, я, насколько знаю, ты именно на профессиональном уровне начал играть после World Cup. Вот расскажи, что произошло с тобой после World Cup, что ты именно начал так улучшать свой скилл, знаешь, и такую игру показывать? Когда, начался World Cup, я узнал, что киберспорт в Fortnite теперь с 13, а мне как раз... нет, мне уже было 14, и... я решил пробовать вернуться, и в итоге с World Cup я выиграл $2000. Купил себе компьютер, и в итоге, как-то так пошло, я даже сам не понял, как. Я думал так и продолжить по $200 фармить с турниров, а в итоге получилось так, что я начал выигрывать, я в шоке был сам от себя, и, вот так и пошло. То есть для тебя это стало мотивацией трайхардить, тренироваться, больше играть, да? Покупка компьютера и монитора, наверное, сделали все. То есть лучшие условия намного. Слушай, для меня Fortnite довольно странная дисциплина, именно как киберспорт, потому что в ней возможно такое, что, например, ты там из ВП, Летвик из Gambit, но вы при этом можете там создать свой сквад и идти и играть официалки. Как такое возможно? На самом деле я тоже задавался таким вопросом много раз, во всех киберспортивных других дисциплинах, то есть одна организация, одна команда, то есть, а тут так. Мне кажется, что это Battle Royale, тут всегда разные режимы, то есть из одной организации всегда не получится, чтобы одни люди играли. То есть иногда дуо, иногда трио, иногда сквады, и иногда вообще не хватает игроков в организации,
мне кажется, то, что, не знаю, это очень сложно, на самом деле. Ну, типа, это помогает разнообразить, да, и как-то расти, наверное, в профессиональном плане, потому что если держать только двух игроков в клубе, не получится так. Ну да. Мгм. Хорошо, я хотела тебя еще спросить по поводу соревновательного Фортнайта. Тебе вообще нравится, как Epic Games развивают эту дисциплину, что они придумывают, что они предлагают? Когда был 9-10 сезон, когда, тогда они каждую неделю добавляли что новое. То есть игрокам не нравилось, типа, зачем вы меняете все. Ну, а я наоборот кайфовал с этого, то есть мне было интересно играть. Каждую неделю что-то разное на турнирах, и мне это очень нравилось. Сейчас вторая часть вышла, то есть вторая часть. И они добавили карту, и все, почти ничего нового не добавляют. И мне это не нравится, и вообще никому не нравится. Лучше бы, все пишут, чтобы лучше бы было как раньше, и призовые меньше, но я надеюсь, это временно. А тебе еще не кажется, что это немножко странно с их позиции, то, что профессиональные игроки каждый раз, да, на каждом турнире обязаны проходить вот этот весь путь, да, чтобы попасть там в финалы отборочных, вместо того, чтобы инвайтить их напрямую, например, именно в финалы отборочных, нет? Но мне кажется, что Fortnite, тут такой киберспорт, то, что каждый может выиграть что-то, пробиться, поэтому, мне кажется, так лучше. Но с другой стороны, было бы лучше, если были бы отдельные турниры, как раньше, как Summer Skirmish, Fall Skirmish, когда инвайтили именно людей, это бы тоже было прикольно. Но и такие турниры тоже имеют, мне кажется, место быть, и это круто. Слушай, расскажи о ближайших ваших планах, где можно смотреть за твоими успехами, за успехами других наших ребят из ВП. Какие у вас ближайшие игры, матчи? Ну, ближайшие турниры сейчас это ФНКС, то есть это сейчас самый главный турнир в Fortnite, то есть это дуо. И сейчас на выходных будет проходить уже 4-я неделя, это финальная. И там будет решаться, кто прошел в хиты, получается, и на следующих, то есть после этих выходных, на следующих будут эти же хиты, и там решится, кто пройдет в финал. Ну, то есть также есть кэшкапы, и ду, и соло, то есть почти каждый день турниры, то есть следить за нами, мне кажется, можно каждый день почти. И мы и стримим часто, то есть так. Да, кстати, ребята, обязательно смотрите Кирины стримы, там нормальный такой онлайн, и не забывайте, действительно, как Кира сказал, заходить на трансляции и болеть за наших ребят. Хорошо, смотри, мне кажется, что твой пример, да, довольно юного парня, который уже сейчас стал профессиональным игроком клуба Virtus.pro, многих вдохновит. И наши молодые болельщики, да, люди, которые любят Fortnite, им интересно послушать, как вообще у тебя получилось. То есть, и, может быть, ты можешь что-то посоветовать. То есть, как найти себя, вот если ты такой же простой парень из маленького городка. Мне кажется, что, по жизни надо делать то, что ты хочешь, и заниматься тем, что ты хочешь. То есть, мне всегда нравилось играть в компьютер, то есть, с 3 лет я играю, можно сказать. Меня посадил брат, мне это очень понравилось. Я всю жизнь играл, потом увидел то, что у меня получается играть в Fortnite, Киберспорт 13, и у меня прям мотивация появилась двигаться дальше, и в итоге, я пришел к этому, то есть самое важное, мне кажется, это мотивация и заниматься тем, что ты хочешь именно, и мне кажется, рано или поздно ты придешь к успеху. Слушай, очень вдохновляющая речь. А давай чуть-чуть подробнее. Может быть, есть какие-то лиги, на которые можно зарегистрироваться новичкам? Или, может быть, кому-то написать? Вот такие какие-то практические вещи. Для новичков, мне кажется, есть кастомки, которые проводят сейчас стримеры, то есть там более-менее нормальные кастомки. Есть иногда турниры, такие как ФСЛ, есть от стримеров турниры на деньги, то есть там играют все, и пройти туда несложно. Мне кажется, это лучшая тренировка для всех. И сейчас, в Fortnite каждый день почти турниры. И на них можно тоже тренироваться, то есть. А если вот у людей, например, будет отговорка, то что, у меня не очень хорошо получается, у меня так себе комп, у меня так себе пинг, мне кажется, тебе есть тоже что на эту тему сказать. Мне кажется, если... то есть он ищет какие-то отмазки, то есть почему у него не получается, то, все, то есть, я не знаю, то есть ему или нужно искать, то есть нужно черпать мотивацию дальше играть и развиваться, или вообще не играть, потому что у меня всегда был большой пинг, и то есть 60 для Fortnite это очень большой пинг, и я никогда не сдавался и пытался добиться счета, и в итоге, то есть все EO про игроки, в шоке от того, как я с таким пингом так играю,
Но сейчас я, конечно, в Питере, то есть сейчас у меня меньше пинки на буткемпе. Ну да, вот, собственно, я в курсе, что очень многие ребята поражались, как ты с таким пингом, да, играешь и с такими результатами выходишь. Ну, то есть это очень круто, респект тебе. Спасибо. Ты еще и скромный. Хорошо. Что, еще раз мы тебя поздравляем, мы очень рады тебя приветствовать в наших рядах. Я надеюсь, что впереди у тебя только победки, только крутые турниры, крутые сражения, надежная команда рядом. И, в общем, добро пожаловать. Спасибо, Маш. Спасибо за интервью. Я очень рад вступить в ряды Virtus.pro. И я буду стараться, даже не буду стараться, я буду показывать лучшие результаты, которые я могу. Друзья, ну вы все слышали? Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал Virtus.pro, болейте за наших ребят во всех дисциплинах, но в данный конкретный момент болейте за наших фортнайтеров. Все! Заходите на наши стримы, на Джемсайда, на Сибирию и, конечно, на мои. Мы стримим довольно часто, особенно Джем, я стримлю. Ну, тоже нормально, ну, то есть так, да. Все, друзья, пока-пока!